Ну что, пришло время ехать домой. Так, вот этот тут чудик, блин. В Питере, конечно, хорошо, но дома лучше. Сейчас мы по Аниной рекомендации поедем в деревню Сазоново. Она как раз по дороге А114. Ехать до нее около 350 километров.
Хватит, сука, с меня. Погода просто, блин, мерзоублюдская. Нужно надевать дождевик, пока я не промок окончательно. В конце концов, хоть испытаем его. Что, теперь модненький. Желтенький, блин, как цыпленок. Ах, жеваный крот. Каналье тысячи чертей. Перчатки промокли нахрен. Около 20 километров до Новой Ладоги, блин. Не выдержал. Ну еще жопа затекла уже. Ах.
Сдохла у меня зарядка. От айфона. Поэтому пришлось поставить Nokia, то есть на навигатор. Ну, как-то думаю, доедем. Может быть, на заправке удастся купить новый кабель. Потому что сама зарядка работает. Все остальное от нее заряжается. Ох, штаны спали. Продолжается. Дотянул я на соплях до лукойловской заправки. Это еще, я так понимаю, какая область-то? Наверное, Ленинградская. Да. Да. Это у нас деревня Чудцы, Ленинградская область. Ну, до Вологодской осталось уже совсем немного. Погода просто мерзотная. Где-то такая вот морось. У меня перчатки промокли уже просто в ноль. Руки вот на что похожи. Я сейчас уже ехал до заправки, там просто ужас какой-то был. Караван собрался, там несколько фур перло друг за другом. Не обогнать, не объехать. Блин, сейчас надо на прожарочку. Да, до сезонного метка осталось. Вроде заряжается.
какие-то у меня необъяснимые проблемы. Видимо, опять эта сволочь не хочет заряжаться через неродные зарядники. В общем, очень хорошо, что я второй телефон взял, который, однако, тоже что-то брыкается, и сволочь такая работать не хочет. Давай-ка мы его тоже перезагрузим. Фух. трассы А114, Новая Ладога, Вологда. Мы находимся в Череповецком районе. Вот там херовая погода, через которую я проехал. Там ясное небо, сухой асфальт, практически пустая трасса. Лепота. Сейчас собираемся и стартуем. Здесь немножечко загажено. Ну да ладно. Так, надо немножечко подзарядить пауэрбанк, поэтому камера пока что где-нибудь часок поработает от аккумулятора. Я надеюсь, его и хватит. Потом подцепим к пауэрбанку. Про телефон Nokia хочется думать то же самое, что он потерпит немножечко. Не обойдется своим аккумулятором. Так. Перчатки у нас высохли или нет? Я их специально положил на двигатель. Так, ну, по крайней мере, они теплые. Чуть больше полбака сожжено, и проехал я, ну, без малого 200 километров. Погнали!
масштабы бедствия немного недооценены. Тут не видно ни хрена. Визор потеет. Я сейчас застегиваюсь так, чтобы меня не продувало. Еще попробуем таки воскресить Nokia. С критически низким уровнем зарядки. Ну вот у нас сама и воскрешается. Из того, что не попало в кадр, я так понимаю, из-за того, что камера вырубилась, у меня загорелась лампочка резерва. Надо бы озаботиться поиском заправки. Поехали потихонечку. Я так понимаю, что визором мне воспользоваться не удастся. Ты пока сдохни. Обогрев ручек на полную. Черт возьми, у меня даже... Ну, нормально, 360 километров. Бля. 80 на резерве. Вуаля. Все работает. Минус. У нас теперь нет воды. Пришлось использовать бутылку в качестве переливочной емкости, потому что налить из этой канистры прям в горловину не представлялось возможным. Так, ну что, я туда влил практически десятку. Так что, ну какой там до Вологды, до Вологды-то совершенно точно допилим. И там на Шеле заправимся.
Так, ну что, поесть поели. Осталось 230 километров. Сейчас займемся на Shell, зальемся до полного бака.
камеру-то вообще что-нибудь видно? Нет. Тоже протрем. Все засрано. Все в грязи. С Ленинградской области. Ничего, осталось немного. Последний указатель говорил, что там 99 километров. С тех пор я пролетел уже, наверное, километров 15 минимум. Господи, как уже хочется домой. Блин, вот плечи ужасно ломят. То ли из-за того, что... он просто тяжелый. Значит, поинт вынесен, если и ехать куда-то на дальняк, то с разгруженной спиной. Так, сколько на время-то вообще уже? Блин, 2:30. Я уж в это время хотел быть дома. Мне еще под 100 километров ехать. 357. Нет, поменьше, наверное, все-таки. Это, пожалуй, надо снять. Охренеть, блин. Я с незакрытым кофром все это время ехал. Я не удивлюсь, если тут где-то были заморозки. Вот я и дома. Надо съездить в мастерскую. Здесь там ребята есть. Поговорим. Что кого, да. Мотоцикл надо помыть. Вот заодно я обнаружил, что ракурс не очень удачный был. Поэтому поднял камеру чуть повыше.